Приветствую всех у себя на канале. Меня зовут Кристина, я путешествую и понемногу живу в разных странах. Сейчас мы находимся в городе Дананг, и это Вьетнам. И сегодняшний выпуск будет о том, как мы ходим, гуляем, осматриваем этот город и, конечно же, показываем его вам. Кирилл. Привет. Сейчас мы находимся на пляже Дананга, и именно отсюда начинается наша прогулка и повествование об этом городе. Пляж действительно очень хороший. Так, что-то он нам моргает, это он... А, не нам? Ну что, продолжим? Пляж действительно очень хороший. Дананг – это городской курорт, и это, конечно, не какие-то острова. Я видала пляжи гораздо лучше. Вода здесь не какая-то бирюзовая, лазурная, но, тем не менее, пляж очень хороший. Здесь большая, широкая полоска пляжа. Места хватит точно всем. Песок довольно-таки мелкий. Здесь чисто, что может не радовать. Нету ни бытового мусора, нет ни мусора, которое вынесено с моря. А сейчас здесь довольно-таки штормит, и обычно, когда такая морская погода, то весь пляж усыпан каким-то ракушками, пластиком, мусором. И здесь такого нет. Пляж действительно классный, и поэтому можно сказать, что, наверное, Дананг – это очень-очень хороший городской курорт. Например, мы были в Паттайе, так вот там пляжи гораздо хуже, чем в этом городе. Мне так прекрасный пляж. Кто был в Дананге, пишите обязательно в комментариях, как вам пляж. В общем, мой вывод. Как городской пляж, пляж просто шикарен. Мы, наверное, завтра придем сюда, чтобы просто почилить, просто искупнуться, немного позагорать. Здесь у пляжа есть классная набережная, тоже такая длинная, асфальтированная, кругом кафешки, кофейни. Можно взять, арендовать доску для серфинга. Кстати, Кирилл, подскажи, пожалуйста, что у нас по ценам? Сейчас в кадр вступает Кирилл и рассказывает. Ну, в общем, большая доска для серфинга стоит 250 тысяч донгов в час. Костюм стоит 100 тысяч, по-моему, в час. Да, 100 тысяч. Но самое прикольное, что вы можете арендовать с учителем. Ну, то есть там, скорее всего, группа будет, и инструктор вас будет инструктировать, соответственно. И вы заплатите 1 000 000 донгов, но вы, получается, на 2 часа получаете доску, 1 час с инструктором, 1 час сами купаетесь, вам костюм бесплатно. Ну и, в общем... По ценам это получается около $40, что, я считаю, вообще отличная цена за 2 часа. Мы же в этот день не стали купаться и брать доску. Вместо этого мы пошли искать место, где можно было бы арендовать байк, чтобы поехать изучать город. Дананг мне нравится, конечно, определенно куда больше, чем Ханой. Здесь гораздо меньше людей, меньше мусора, меньше шума, меньше машин. Они, конечно, также сигналят, как и везде, этого от них не отнять. Но за счет того, что машин меньше и меньше людей, соответственно, и меньше шума и грязи они создают. Очень интересный, очень приятный экспатско-туристический район, который находится неподалеку от пляжа. Там есть такие 3 улочки. Мы сейчас как раз проходим. Здесь все в таких симпатичных кафешках, кофейнях. Очень тихо, приятно. Люди очень милые. Опять-таки тоже гораздо милее, чем были в Ханое. Ну, наверное, столица накладывает отпечаток, что все куда-то спешат, торопятся, деньги зарабатывают. И не такие, конечно, приветливые. В Дананге даже сами люди более приятные, по крайней мере, на мой взгляд, и мне так показалось. Посмотрев цены на такси и доехав до центра от нашего отеля, мы решили, что стоит все-таки арендовать байк, это будет выгоднее даже не на долгий срок, а буквально на пару дней. Мы взяли как раз-таки на 2 дня. Кирилл, сколько у нас вышла стоимость аренды этого байка? 300 тысяч за 2 дня. Ну, 150 тысяч в день. Да, и 2 миллиона донгов залог. Это поменьше, чем $100. Да, и просто обычно везде требуют в залог паспорта, мы вот нашли, чтобы без паспорта, потому что, сами понимаете, когда ты путешественник, ни в коем случае нельзя оставлять паспорт никому в залог. В общем-то, вот такой байк. Кирилл, как называется байк? Что это у нас за... Honda Airblade. Но это не вау. Это хуже, чем у нас был на Пхукете? Ну, на уровне, но похуже чуть-чуть. Итак, мы поехали еще в одну достопримечательность Дананга, чтобы показать ее обязательно вам. Кирилл. Привет.
азиатском городе найдется свой огромный Будда. Конкретно в Дананге невозможно не заметить огромную статую Леди Будды, которую видно, пожалуй, из каждого уголка этого города. Если честно, я так и не поняла, почему эту статую прозвали Леди Будда. Если знаете ответ на этот вопрос, обязательно пишите в комментариях, мне будет интересно почитать. На самом же деле, эта статуя посвящена богине милосердия и сострадания Гуань-инь. Статуя, как и положено, очень большая. В высоту она около 67 метров, что делает ее одной из самых высоких статуй в Дананге, да и, наверное, во всем Вьетнаме. Расположена она на горе Сон-Тра, и видно ее практически из любой точки города. Вокруг статуи разбит симпатичный парк, есть скамейки, несколько небольших пагод, и все кругом в причудливых деревьях бонсай. Очень красивое место. Здесь, конечно, очень много народу, и если в самом Дананге по городу, пока вы до сюда доедете, будет довольно-таки тихо, спокойно, что очень приятно, то, конечно же, у таких достопримечательностей очень много народу, не протолкнешься. Из прикольного, помимо самой статуи Будды, здесь еще и разбит красивый сад, различные храмы, еще множество разных Будд. И очень красиво, приятно, можно провести довольно-таки продолжительное время. Я думала, что будет просто только статуя, мы быстренько глянем ее, глянем вид и уедем. А нет, здесь прям можно погулять, прикольное местечко, приезжайте, если будете в Дананге. Рядом расположен красивый храм Линь-Унг, где поклоняются не только богине Гуань-инь, но и различным другим божествам вьетнамского буддизма. Храм, так же как и статуя, построены не так давно. Открылось это место в 2010 году. Храм служит местом поклонения и медитации для множества паломников. Ну а для туристов это место, где можно полюбоваться архитектурой и видами с горы. Чуть в отдалении от основного храма и статуи Гуань-инь есть еще очень красивая ступа, перед которой расположилась статуя лежачего Будды. Тоже очень красивое и интересное место. Рекомендую заглянуть и полюбоваться деталями архитектуры. Вот так накачаться и хватит. Довольно-таки приятно здесь местечко, очень тихо, спокойно. Здесь, помимо всего прочего, играет такая музычка. Хоть людей много, но на самом деле местами они так рассыпаны, потому что территория очень большая, и можно найти отдаленные уголки тихие и просто почилить, походить, поразглядывать скульптуры и прочее. Сейчас мы отправляемся совершенно на другой конец побережья, как я вам сказала, здесь очень длинная такая протяженная полоска пляжа, и на одной стороне сосредоточена одна достопримечательность, то, где сейчас мы, а на другой стороне сосредоточена еще одна достопримечательность, куда мы сейчас и отправляемся. Мы приехали еще в одну узнаваемую достопримечательность Дананга, ну, по крайней мере, для тех, кто здесь был или что-то слышал про Дананг. И сейчас я вам покажу вид сверху, но нам сейчас предстоит снова карабкаться. Хотя здесь есть очень удобный лифт, на котором можно подняться на самый верх. Но там такая большая очередь, что мы подумали, что будет интересно и быстрее, если мы поднимемся все-таки пешком. Так что мы решили подняться наверх пешком. Поднимаемся. Увидимся наверху. Поднявшись, я поняла, что мы поступили правильно и не стали ехать на лифте, потому что это вообще не имеет никакого смысла, так как подниматься совершенно невысоко, и лифт едет не на самый верх. Вы подниметесь лишь на небольшой участок, а дальше все равно придется подниматься и много ходить пешком. Плюс, поднявшись с самого начала, по пути вы посмотрите на парочку площадок с небольшими храмами и
алтарями. К тому же за подъем на лифте нужно доплатить еще 50 тысяч донгов, это около $2 за человека. Стоимость же входа без лифта составляет 40 тысяч донгов, это примерно $1,5. Итак, мраморные горы. В прошлом в этих горах велась добыча мрамора, который использовался как во Вьетнаме, так и за его пределами. Со временем добыча мрамора была ограничена, чтобы сохранить горы. Я где-то читала, что когда-то эта местность была покрыта морем, а эти горы возвышались над водой и были чем-то вроде островов. Сейчас же там можно увидеть крупные естественные пещеры. Подняться можно только на одну из 5 гор, на гору Тхуйшон. Сама территория довольно большая, архитектура храмов красивая. Вьетнамская архитектура вообще довольно красивая и уж очень похожа на китайскую. Пещеры мне показались довольно скучными, и, если честно, вид с горы меня тоже особо не впечатлил. Больше всего здесь очень шумных людей и намного менее спокойно, чем у Леди Будды, где мы были до этого. Мне несколько раз наступили на ноги, несколько раз меня толкнули, поэтому мы быстро посмотрели это место и скорее отсюда сбежали, осматривать следующую достопримечательность Дананга. Ну и под вечер мы уже приехали в Азия Парк, она как раз находится неподалеку от нашего отеля, где мы живем. И сейчас посмотрим, что здесь. А здесь довольно симпатично уже на входе, правда, очень по-вьетнамски громко. Ну что, мы вошли в этот парк. Условия по входу такие. Если вы хотите просто погулять по парку, не ездить ни на каких аттракционах, то тогда это будет стоить бесплатно. Если вы хотите прокатиться только на колесе обозрения, это будет стоить 100 тысяч донгов. 150 Кирилл подсказывает сзади камеры. Если вы хотите взять полный билет и кататься на всем, что угодно, то это будет стоить 250 тысяч донгов. Расценки детей, к сожалению, не подскажу, так как у нас нет детей. Парк действительно довольно большой и разбит на зоны, каждая из которых посвящена одной из азиатских стран. Каждая такая зона декорирована самым знаменитым символом этой страны. Например, мы посмеялись с пародией на сингапурского Мерлиона. На аттракционах мы кататься не стали, так как мне всегда на них становится плохо, но погулять погуляли, благо мест для прогулки там довольно много. Зато по еде не густо, в основном там продают различный фастфуд в лавках, мороженое и различные фруктовые смузи. Помните, мы в Сингапуре были? Мы еще и в Ангкор-Ват зачем-то ездили, а все это, оказывается, здесь есть, в Дананге. Нужно вот так вот меня снять. Как тогда? Погуляв целый день по Данангу, на следующий день мы отправились в такое место, которое просто невозможно не посетить, если вы будете в Дананге. Конечно же, если вы будете в Дананге, то вам обязательно, просто обязательно нужно будет съездить в комплекс Бана Хилл. Единственный момент, выбирайте такую погоду, чтобы было солнечно, потому что сейчас мы приехали и довольно-таки пасмурная погода, и за нами вот здесь вот на канатной дороге облака. А самое, конечно, эффектное, это именно ее виды, которые я боюсь, что мы не застанем. Да, куда-то туда.
Что же такое Бана Хиллз? Это огромный парк развлечений, который находится на высокой горе Бана. Во времена французской колонии на этом месте когда-то был горный курорт, который французы строили для себя как место отдыха в тишине и прохладе. В этом месте находились шикарные виллы, отели, рестораны и магазины. Но во время войны курортный город был практически полностью разрушен. В настоящее же время вьетнамцы решили воссоздать бывший французский курорт, превратив это место в уникальный парк развлечений. Будучи в Дананге, просто непростительно пропустить такое место. Вот и мы не стали его пропускать и отправились его осматривать. Мы приехали сюда, купив билеты на сайте клуб. Кирилл, подскажи, пожалуйста, сколько вышла стоимость билетов? $80. 80. 85 где-то. Это на двоих или на одного? На двоих. И сюда входит трансфер в оба конца. От нашего отеля нас забрали, привезли ко входу. И обратно нас также отвезут к нашему отелю. Кроме этого входит стоимость поднятия на канатной дороге вверх и вниз обратно. Ну и стоимость самого входа. Блин, Кирюша, а нам случайно не вот в эту ли очередь вставать? Надеюсь, нет. Это место расположено на высоте 1487 метров над уровнем моря, и подъем происходит на канатной дороге, которая в 2013 году была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая канатная дорога над уровнем моря. Ее высота 1200 метров. Мы поднялись, канатная дорога идет где-то, я не знаю, ну минут 10-15 может быть. В общем, мы поднимались, местами было прям очень солнечно и все было видно, а местами было просто густое облако, но от этого было тоже так круто. Поднялись сюда наверх, и здесь просто как будто бы мы приехали в какую-то волшебную страну. Мы сейчас будем здесь ходить гулять, но пока что я просто в восторге. Когда вы подниметесь по канатной дороге на вершину горы, вы почти сразу же попадете в расположенную там французскую деревню. Это великолепно воссозданный горный городок в стиле европейской архитектуры начала 20 века. Кругом атмосфера праздника и веселья, танцоры, уличные артисты, конечно же, очень громкая музыка и большое количество людей. Но конкретно в этом месте это почему-то не утомляет, а действительно развлекает. Вообще, в Бана Хиллз очень большое разнообразие развлечений для всех возрастов. Неподалеку от французской деревни есть тематический парк Фэнтези Парк, вдохновленный известными произведениями Жюля Верна. Внутри множество различных аттракционов и игр, как для детей, так и для взрослых. Но мне там не особо понравилось, потому что он находится под землей, там как-то темно, душновато и очень громко. Бродить сверху мне понравилось намного больше. Но, пожалуй, самый главный и самый узнаваемый символ этого места – это знаменитый Золотой мост, который держат гигантские каменные руки и который уже стал вирусной достопримечательностью благодаря своему интересному дизайну и захватывающим видам, которые открываются с него, ну либо не открываются в зависимости от погоды и облачности.
здесь между самим парком, вот этим красивым с замками и прочим, до самой главной достопримечательности, мост вот этот с руками Golden Bridge, пролегает также канатная дорога, которая входит по сути в стоимость билетов, и вы можете туда-сюда обратно кататься. То есть вы можете, например, сначала съездить посмотреть этот мост, а потом поехать уже погулять по парку. Мы сделали все наоборот, но, кстати, мне кажется, это даже лучше, потому что я надеюсь, что сейчас народу там не... О, нет, там очень много народу. Мы купили какую-то хрень. Пишите в комментариях, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. На фотках она была с каким-то сыром тянущимся. Но я не могу... О, во! Короче, на вкус хрень какая-то. Как мне написали мои читатели в Телеграм, вся азиатская еда выглядит как реклама рака желудка. Что правда, то правда. Но вкусно. Короче, какая-то сладкая булка. Типа кекса, но внутри сыр. Фигня. Что я могу сказать? Место действительно классное. Мы несколько раз прокатились через облака по канатной дороге от французской деревни до Золотого моста и обратно. Прогулялись по красивым садам, включая Лебединый сад, сад лаванды и сад Японии. А в 16:00 за нами уже приехал наш трансфер, который и отвез обратно в Дананг. Если вы когда-нибудь окажетесь в Дананге, то обязательно посетите это место, не пропустите. Лично мне в Бана Хиллз понравилось намного больше, чем в других достопримечательностях Дананга. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вам было интересно. Если это так, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Увидимся в новых сериях. Всем пока!